1, 2, 3, 4, 10. Я иду искать. Кто не спрятался, я не виновата. Синди, ты настоящий гений пряток. Ну, так мы проводили свободное время. Крапиву палками били, на роликах катались, стреляли из веток, прятки. Эти шумные дети могли искать друг друга сутками напролет. Например, папа моего одного соседа спрятался однажды. Так его до сих пор найти не могут. Уже лет 10 ищут. Гений? Чё? Пап! Папа! Ну и куда ты спрятался? И, конечно, мы вечно соревновались. Кто лучше спрячется, кого дольше будут искать. А еще был приз за самую неожиданную прятку. Иху! Здесь меня никто не найдет. Была у меня подруга, наверное, единственная. Она была лучшей в игре в прятки. Ну и где ты? Я не настолько страшная, урод! А как ты меня нафла? Ее звали Агли, что в переводе с английского означало «уродливая». Она была страшнее месячных. Изыди! Изыди! При чем тут Агли? Ну, так как она моя подруга, другие дети не хотели со мной дружить. Они думали, что уродство заразно. Поэтому Агли никто не искал, и она вечно побеждала. Кажется, я победила! И она постоянно рассказывала, как круто играет в прятки. Но мы-то с вами понимаем, что это не так. Агли тоже иногда искала ребят. Но почему-то никогда никого, кроме меня, не находила. Ну ты вообще играть не умеешь! Я снова победила! Однажды меня пригласили в гости на день рождения. Мы собирались посмотреть мультфильм или типа того. Как вы, наверное, поняли, Агли осталась без приглашения. Оно нашло нас. А чё это тут у вас происходит, а? А может, в прятки? Можно. Ну что, я считаю до 10. А у нашей стрёмной Синди губы как баклажан. Она всегда носит синее, и жопа у нее как диван. Пошел отсюда! Иди давай! Я молодой гений рифмы, дура. Продолжим. И я решила, что настало мое время пряток. Черт, я себе жопу отморозила. Не знаю почему, но я решила, что эти чемоданы тут не просто так. Это знак. Ну, посмотрим, кто теперь чемпион. Синди просто ненормальная. Лицо овальное, взгляд печальный, башка сальная. Да ты успокойся, а! Пошел отсюда, придурок!
Ну ладно, Синди, выходи. Выходи, говорю. Но еще рано. Она выйдет только в сентябре. А где все? Тут начинается жесть. Интересно, сколько я спала? А чё, в смысле? В 6 лет я впервые поняла, что такое паническая атака, и познакомилась со словом клаустрофобия. Здравствуйте. Привет. Очень приятно. Это невзаимно. Я так пересралась в тот момент. Неужели меня забыли? А что теперь со мной будет? И где я вообще? Почему никто меня не слышит? Вы не представляете, что значит застрять в маленьком тесном чемодане. Ни еды, ни воды. Ты здесь умрешь, и никто тебя не найдет. Но зато похоронят сразу в чемодане. Сэкономите на гробу. Я настолько обезвожена, что мне уже нечем плакать. Слез не осталось. Ну, вы, наверное, в курсе, что я хоть и тихая, но слабачкой меня точно не назовешь. Да, какое-то время мне было страшно. Я много плакала, но потом я взяла себя в руки. Ну уж нет. Когда меня рожали, все чемоданы дрожали. За свободу и двор бью чемодан в упор. Оказывается, это не так-то просто. Одной грубой силы недостаточно. Нужно включить мозги. Я всегда была умной девочкой. Где это я? Представляете, на свалке. Оказывается, в тех чемоданах была старая ненужная одежда. И хозяева дома решили просто выкинуть их. Я пролежала в чемодане где-то 30-35 часов. Меня искали родители, и угадайте кто? Да, Агли. Остальных мои поиски как-то не сильно интересовали. Сид! 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 Это Агли сейчас. Красивая, правда? Передайте ей привет в комментах. И скажите, что я очень скучаю по ней. Надеюсь, она это увидит. Конец истории. 5000 лайков, и я расскажу про другие наши приключения. Их немного, но они есть. Думаю, хорошие. Ну, ладно, я пошла.